Если вы носите зимой варежки, любите неординарные вещи или хотите связать оригинальный подарок, то этот мастер-класс может оказаться кстати. Такой веселенький вариант с добавлением нити травка порадует не только детей, но и взрослых. Варежки получаются пушистыми, мягкими, эластичными, легкими, а благодаря двухстороннему ворсу, создающему воздушную подушку внутри, и теплыми. При переходе по конечным заставкам в завершении ролика можно ознакомиться с вариантами выполнения детских варежек-ежиков и обыкновенных взрослых варежек с разными способами завершения вязания. Давайте приступим к созданию этих забавных зверьков. Для начала подберем гармоничную пару из обычной гладкой пряжи и мотка травки. Для основы используем нить средней толщины, которая в 100 граммах пряжи по характеристикам находится в диапазоне от 220 метров до 250. Моток с длиной нити 220 метров весом 100 грамм нам подходит. Пропорциональное соотношение акрила и шерсти тоже приемлемо. Добавив к нему травку созвучной расцветки, создадим гармоничный альянс. Начало варежки выполним резинкой 2 на 2 на нужную высоту основной нитью, а полотно лицевой гладью переменными рядами нитями разных фактур. Вязать будем в круговую 5 чулочными спицами одинакового диаметра. Как обычно, сначала подберем спицы под пряжу. Сложим нить вдвое и, слегка скрутив ее в жгутик, сравним со спицей. Они должны быть примерно одинаковые. В каждом ролике по вязанию на спицах я напоминаю, что для комфортного вязания спицы должны быть в 1,5-2 раза толще одинарной нити для вязания. Определительная линейка показывает, что диаметр каждой из этих спиц составляет 2,25 мм. Для набора петель спицами необходимо оставить кончик нити, превышающий ширину изделия в 2-3 раза, в зависимости от толщины нити. Оборачивая нить вокруг запястья, получаем одну длину. Отмерим нить подлиннее, добавляя к ней еще 2. Для женских варежек на 2 спицы, сложенные вместе, набираем 40 петель. Я практикую классическое вязание на спицах, вы можете делать это как привыкли. При переходе по подсказке, расположенной в верхней части экрана, можно подробнее ознакомиться с набором и вывязыванием петель классическим способом. Извлекаем одну спицу из набора, распределяем на 4 спицы по 10 петель, располагая их перпендикулярно относительно друг друга. Первая, вторая, третья, четвертая. Соединяем начало и конец, переворачиваем. Визуально это выглядит как квадрат. Пятой спицей провяжем резинкой 2 на 2 по спирали в одном направлении нужное количество круговых рядов. Хвостик, оставшийся от набора, присоединив к рабочей нити, ввязываем в полотно на несколько петель. 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2. Чередуя 2 изнаночные и 2 лицевые, провяжем петли первой стороны. Последние на этой спице получаются 2 изнаночные. Перейдем на вторую, продолжая чередование, начнем с 2 лицевых петель. Затем 2 изнаночные и снова 2 лицевые. Продолжим чередование, заканчивая вторую спицу 2 лицевыми петлями. Перейдя на третью спицу, начнем с изнаночных. Так как вывязывание петель с третьей спицы заканчивается 2 изнаночными, то четвертую начнем с 2 лицевых. Затем 2 изнаночные и так дальше. Провязав петли со всех 4 спиц, мы закончили первый круговой ряд. Следующие круговые ряды будем выполнять по спирали резинкой 2 на 2 в одном направлении, сохраняя рисунок. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Каждый круг провязанных петель со всех 4 спиц составляет один ряд. Маячком начала ряда для меня является хвостик нити наборного края. Обычно после ввязывания он располагается на уровне первой спицы. Для наглядности место соединения начала и конца отметим маркером. Вывязав резинку на нужную высоту, в данном случае 19 рядов, продолжим работу лицевыми петлями, чередуя основную нить с нитью травка. Сразу после резинки провяжем один круговой ряд этой же нитью лицевыми петлями. Провязали один ряд лицевыми, остановились перед маркером. Следующий ряд выполним нитью травка. Основную нить не обрезая, оставляем за работой. Присоединяем травку, оставляя кончик не менее 5 см. Вывязываем первую петлю ряда новой нитью. Свободный кончик присоединив к рабочей нити, продолжая, полностью ввязываем в полотно.
Пройдя один круговой ряд травкой лицевыми, мы остановились перед маркером. Дальше будем вязать лицевыми петлями, чередуя нити в каждом ряду до отверстия для пальца. Выполнив один ряд травкой, следующий провяжем основной гладкой нитью. Нити провязанных рядов, не обрезая, оставляем за работой. При переходе ряда нити не перекрещиваем. Ту, которой выполнили ряд, отводим назад вправо, подхватываем следующую по очереди и продолжаем работу. Провязываем один ряд гладкой нитью, один ряд травкой. Таким образом, меняя нити в каждом ряду, танцуя от маркера, вывяжем полотно на нужную высоту до уровня пальца. Здесь после резинки получилось 20 рядов, 10 основной нитью и 10 нитью травка. Для формирования отверстия для пальчика правой руки в начале следующего ряда перекинем на булавку нужное количество петель, достаточное для его ширины. В нашем случае 8 петелек. 2 петельки, оставшиеся на спице, временно для удобства перекинем на следующую спицу. Если предыдущий ряд был выполнен травкой, то следующий должен быть провязан основной нитью. Заполняя пространство, образованное снятыми петлями, набираем на свободную спицу 8 воздушных петель. При положении рук, готовых для выполнения следующего ряда, подхватываем очередную рабочую нить большим пальцем снизу, не снимая с указательного. Заводим спицу под нить, растянутую между этими пальцами, и, поворачивая вправо, формируем петлю. Выводим снизу вверх у большого пальца, затягиваем. Снова располагаем рабочую нить между большим и указательным пальцами левой руки, поворотом вправо формируем петлю, затягиваем. Таким способом наберем на спицу 8 петель и провязываем этой же спицей 2 лицевые петли со следующей, возвращая их назад. Продолжаем лицевыми петлями этой же нитью. При переходе на следующий ряд, не обрезая, поменяем нить и продолжим вязание так же, как до отверстия для пальчика. Выполним необходимое количество круговых рядов на высоту ладони до убавлений. Ориентировочно заготовка должна остановиться на уровне кончика указательного пальца. Считая через 1, получилось 16 рядов нитью травка с учетом наборного края отверстия для пальца. Провяжем следующий ряд основной нитью и приступим к убавлениям. Ниточка травка в убавлениях не участвует, и в начале этого ряда ее следовало присоединить к основной нити и, ввязав несколькими петлями в полотно, обрезать. Но раз уж мы пропустили этот момент, сделаем это в следующем ряду. Будем делать убавление домиком. Итак, провязав один ряд гладкой ниточкой, объединяем ее с травкой. Мы стоим в начале ряда, перед нами ладошка варежки. Маркер находится внизу справа, отверстие для пальчика тоже справа. Провяжем одну петлю с первой спицы ряда лицевой. Следующие 2 петли нужно провязать вместе с наклоном влево. Чтобы петельки уложились гармонично, снимаем следующую, не провязывая на правую спицу от передней стенки, то есть слева. Провязываем следующую петлю лицевой и протягиваем ее через снятую петлю. Мы провязали 2 вместе лицевой с наклоном влево. Продолжим выполнять лицевые петли 2 нитями. Ввязав нить травки на нужную глубину, обрежем. Так как убавления будут происходить с 2 сторон варежки, петельки ладошки можно объединить на одну спицу, продолжая вязание. На последних 3 петлях сделаем убавление. Провязываем 2 вместе лицевой, как обычно, от передней стенки. В этом случае убавление органично укладывается вправо. Последнюю петлю половины заготовки провязываем лицевой. Мы поделили вязание условно на 2 части. Переходим на тыльную сторону, которая располагается на 2 спицах. Первую петлю провязываем лицевой, следующую снимаем от передней стенки, не провязывая. Провязываем следующую петлю лицевой, протягиваем ее через снятую. Как и в начале ладошки, мы сделали убавление с наклоном влево на тыльной стороне. Провязываем петельки с этой спицы, переходя на следующую. В месте перехода убавления делать не будем, так как это середина тыльной стороны.
На последних 3 петлях этой спицы сделаем убавление с наклоном вправо, провязав 2 вместе лицевой от передней стенки. Все убавления будут стремиться к середине изделия. Завершая тыльную сторону 1 лицевая, по умолчанию от передней стенки. Продолжаем вязание по кругу нитью основного цвета, выполняя убавления справа и слева, начиная и заканчивая лицевой петлей. В начале ладошки 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево. В конце ладошки 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая. Тыльную часть убавляем точно так же, как и ладошку. В начале 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево. В конце 2 вместе лицевой, 1 лицевая. Количество петель на спицах уменьшается, убавление происходит уголком. Когда на каждой стороне окажется по 4 петельки, провяжем их по 2 вместе лицевой так, чтобы они органично уложились в изделие. В начале стороны выполним 2 вместе лицевой от передней стенки, следующие 2 со снятой петлей. Одну снимаем не провязывая, следующую провязываем лицевой от передней стенки, протягиваем ее через снятую. На спице ладошки 2 петли. Точно так же поступаем с петельками тыльной стороны. Первые 2 провязываем 2 вместе лицевой, следующую снимаем, последнюю провязываем, протягивая через снятую. На спице тыльной стороны тоже 2 петли. Петельки со следующей спицы провязываем 2 вместе лицевой, объединяем полученную с 2 оставшимися и заканчиваем приемом 3 вместе лицевой. Выполнив закрепительную петлю, обрежем нить. Если вы планируете превратить варежку в ежика, то ниточку, удобную для пришивания деталей, следует оставить подлиннее, примерно 50 см. Получилось такое убавление. Благодаря одной лицевой петле, провязанной в начале и в конце каждой стороны, дорожки переходов получились широкими и объемными. Это улучшает внешний вид изделия и делает мордочку ежика более выразительной. Мы выполнили заготовку правой варежки. Так как все кончики начала вязания и присоединенных нитей мы ввязывали в работу, хвостик наборного края можно смело обрезать. Резиночка получилась довольно высокой и можно сделать отворот, что никак не испортит внешний вид изделия. Вывяжем пальчик лицевыми петлями основной нитью. 8 петелек с булавки переносим на спицу. На следующую спицу поднимаем 8 петель противоположного края. На обеих спицах по 8 петель. Во избежание образования нежелательных отверстий с двух сторон у основания пальца поднимем ближние протяжки, формируя петельки. Эти фиктивные петельки будем провязывать со следующей или предыдущей петлями по 2 вместе лицевой, сохраняя исходное количество. Можно добавить по одной протяжке справа и слева от отверстия для пальца или по 2. Мы сделаем по 2. Начнем с внутренней стороны пальчика. Свободной спицей подхватим ближайшую протяжку между рядами. Заводим левую спицу под протяжку с противоположной стороны, образуя петлю. Накидываем основную нить на указательный палец левой руки, оставляя кончик. Провязываем 2 вместе лицевой от передней стенки. Объединив кончик и рабочую нить, провязываем 2 еще 3 лицевые петли. Продолжим работу следующей спицей. Провязав 3 петли, четвертую временно перекинем на правую спицу, не провязывая. Правой спицей поднимем ближнюю протяжку, помещаем ее на левую спицу, провязываем скрещенной и протягиваем полученную петлю через снятую. На спице снова 4 петли. Пальчик удобнее вывязывать и закрывать на 3 спицах. Переходим на сторону ладошки. Снова правой спицей поднимаем протяжку, помещаем перекрученной на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой с первой петлей. Продолжаем лицевыми. В конце стороны провяжем 2 вместе лицевой, последнюю петлю и перекрученную протяжку.
Мы провязали первый ряд. Продолжим вывязывать палец по кругу в одном направлении на нужную высоту. Этот пальчик будем закрывать на высоте 17 рядов. Сделаем убавление с двух сторон, как на верхушке варежки, но без добавления лицевых петель в начале и в конце каждой стороны. Первую петельку снимаем, не провязывая, вторую провязываем лицевой, протягиваем через снятую. Получилось убавление с наклоном влево. И в конце стороны 2 вместе лицевой. Поворачиваем вязание на другую сторону. Первую петельку снимаем от передней стенки, вторую провязываем лицевой, протягиваем через снятую. И в конце стороны 2 вместе лицевой. На спицах осталось по 2 петли. Провязываем их по 2 вместе лицевой и 2 вместе последние 2 петли. Делаем одну воздушную петлю, обрезаем нить, затягиваем. Уводим кончик нити при помощи крючка на изнаночную сторону, закрепляем и прячем в изделие. Правая варежка готова. При выполнении левой варежки при таком ее завершении отверстие для пальца удобнее разместить с левой стороны ладошки. Выполнив варежку до нужной отметки, провяжем 10 петель с одной спицы и 2 со следующей. Перекинем 8 петель, оставшиеся на актуальной спице, на булавку. Вернем на свободную спицу 2 последние провязанные. И добавим к ним 8 воздушных петель. Баланс восстановлен. На каждой спице из 4 снова по 10 петель. Продолжим вязание по кругу лицевыми петлями, меняя нити в каждом ряду. Отверстие для пальца левой варежки расположено слева относительно начала ряда, отмеченного маркером. В дальнейшем не будет сложностей с двухсторонним убавлением. Левый пальчик выполняется по аналогии с правым, завершение обеих варежек тоже одинаково. Воспользовавшись таймингом, вы легко найдете нужный фрагмент. Для превращения обычных варежек в ежики нам понадобится 6 бусинок черного цвета, 4 глаза и 2 носика. Причем бусинки для носиков могут быть чуть крупнее остальных. В идеале это бусинки диаметром 6 и 8 мм. Сначала свяжем 4 ушка крючком основной нитью. Сделаем первую петельку. Можете выполнить ее привычным для вас способом или предложенным. Зафиксируем нить на указательном пальце левой руки кончиком вниз, заведем под нее крючок. Движением крючка сделаем один полный оборот вправо, образуя петельку. Снова заведем крючок под рабочую нить и, захватив ее, выведем в образованную петлю. Получилась первая петелька. Забирая рабочую нить с указательного пальца левой руки и вытягивая в новую петлю, вывяжем цепочку из 4 воздушных петель. Поместив крючок в первую петлю цепочки, замкнем ее в кольцо соединительной петлей. 2 воздушные петельки для перехода на следующий ряд и провязываем в круговую 7-8 столбиков с накидом. Цепочка из 2 воздушных петель будет являться первым столбиком кругового ряда. Движением крючка от себя делаем накид, заводим крючок в середину кольца, вытягиваем петельку, захватив рабочую нить. На крючке условно 3 петли. Провязываем их по 2 вместе за 2 приема. 2 вместе 1, 2 вместе 2. Получился столбик с накидом. Накид, петля, 2 вместе 1, 2 вместе 2. Выполним столбиками с накидом полукруг, заполняя половину кольца. Обрезаем нить, протягиваем ее в заключительную петлю, закрепляем вязание. Прячем кончик с изнаночной стороны, удаляем лишнее. Получилось ушко ежика. Всего их должно быть 4. Займемся оформлением. Подобрав иголку с удобным ушком, чтобы проходила в бусинки, вденем в нее нить, оставленную после завершения макушки изделия. Нанизав на иглу бусинку покрупнее, пришьем ее к вершинке со сдвигом на тыльную сторону варежки. Пройдя мелкими стежками по линии убавлений до середины, закрепим бусинку поменьше, сдвигая влево. Над ней с небольшим интервалом расположим ушко. Его можно пришить со всех сторон, чтобы лежало, или только с 2-3, чтобы топорщилось. Все это мы делаем одной нитью, не обрезая. Мелкими стежками, располагая их зигзагообразно вдоль варежки, продвинемся на другой бок.
Чтобы не сшить вместе сторону ладошки и тыльную часть, левую руку нужно поместить внутрь. Перебравшись на другой бок тыльной стороны, пришьем второе ушко, закрепим вторую бусинку и вернемся к носику. Выведем иглу на изнаночную сторону, закрепим узлом, спрячем кончик, лишнее обрежем. Также точно поступим со второй варежкой.